Всем привет, мои дорогие друзья! Я хочу рассказать о самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном, но перед этим я должна предупредить вас о важных вещах. Дисклеймер. Данный материал носит исключительно развлекательный характер и никак не желает оскорбить кого-либо. Все, что здесь будет сказано, является исключительно моим мнением. Я не заставляю вас слепо верить в это. Примите это во внимание. Сегодня мы поговорим о топ-10 самых шокирующих моментах между Чингуком и Тэхёном. Десятое место. А вы знали, как выглядит Чингук и его эйфория? Теперь знаете и уже не забудете. Девятое место. Чингук – супергерой для Тэхёна. Ничего особенного, просто Тэхён прячется за Чингуком, чтобы тот пошел и разобрался с насекомым. Так еще и подтолкнул его, а тот только и рад, герой. Восьмое место. Желаю каждому встретить вторую половинку, которая будет хвалить вас в любой момент. Чингук просто рисует. В это время Тэхён говорит: «Посмотрите на это восхитительно!» Что это за милая штучка? 어이 귀여워. 뭐야 이거? 왜 이렇게 귀여워? Чингук хвалит рисунок Тэхёна, хотя он его еще не видел. Тэхён рисует людей. Чингук сказал: «Но люди Тэхёна милые». 네, 비영이 그림을 귀엽게 그리네. 되게 Чингуку понравится все, что связано с Тэхёном, если даже он этого не видит. Когда твой парень лучший в мире, ты готов хвалить его и делать ему комплименты абсолютно всегда. Чингук сказал: «Тэхён, ты отлично справляешься, хорошая работа». Тэхён отвечает: «Я же говорил, что учусь готовить в эти дни». Они обнимаются, и Чингук говорит: «Ты такой молодец». Этот чертов пакет испортил нам такой кадр. 형 잘했다. 자, 멤버분들 들어가시죠. 잘했다. 잘했다. 가자. 야, 나 최근에 요리 배우고 있다. Седьмое место. Видимо, только у Чингука есть способность выдержать этот взгляд. Похожий момент. Выдержать его взгляд, когда весь мир не встает из-за него с колен. Шестое место. Вспомним этот легендарный момент. Ладно вам, он просто танец заучивал. А если серьезно, как можно не видеть такого палева? По его лицу все предельно ясно. Пятое место. Чингук безвозвратно влюблен. Тэхён просто говорит. Чингук сразу же тает. 똑같은 것 같아. 이런 노래라서 너만 힘든 거. Такая трогательная и нежная забота. Желаю всем найти такого парня, как Чингук. Немного отвлечемся. Чингук выложил новое фото Бама в Инстаграм. Какой же он милый.
Тот случай, когда Чингук думал, что никто не узнает его с такой стрижкой, но эта фотография доказала обратное. Он единственный, кто сразу выделяется из толпы. Огромный баннер появился на здании, в котором пройдет мероприятие «Монохромная логистика». У нас уже есть логотип и фотографии участников в пространстве. Фанатка хотела, чтобы Чингук сделал игьё, но он не захотел этого делать, поэтому она разозлилась на него, и Чингук просто сделал бла-бла. Просто лучший. Если он не хочет, он не будет делать. Тем более он никому ничего не должен. К сожалению, некоторые люди забывают, что айдолы тоже люди. Вот так зайдешь в Твиттер и рискуешь оттуда уже никогда не выйти. Прикиньте, реально 2 машины вернутся следующим летом. Анализируя все, что происходит сейчас вокруг Адор и всей этой истории, убеждаюсь лишний раз в том, насколько грязный мир шоу-бизнеса, особенно в Корее и созданной ею культурой айдолов. Мы видим только то, что нам позволяют видеть, красивую обертку и вкусное наполнение. Но, как сказал нам Джун, когда это все закончится, нам будет что вам рассказать. Соприкасаясь с реальностью участников, такие самые редкие и исключительные случаи, когда искусственный навязанный мир дает трещину, возникает чувство, что рано или поздно этот пузырь лопнет, и из него выльется весь тот накопленный яд, гной и грязь, что окружает парней. Ведь они переживали ситуации похлеще, чем сейчас Нью-Джитс, которые оказались под вопросом существования из раздела корыта, с которого все едят. Я вспоминаю слова Тэхёна. Несмотря на отношения с компанией, я подписал контракт ради участников. То, через что прошли и проходят парни, знают только они. Но я точно уверена, что за каждой их яркой улыбкой множество шрамов, которые умело скрывает каждый из них. Когда ты видишь реальность такой, какая она есть на самом деле, ты можешь четко понять, ради чего ты тут. И я понимаю, что основной фактор, который держит каждого из нас в мире BTS, это любовь. Та самая, которая чистая и безукоризненная, без требований и лишних слоев, искаженных неискренностью. Мы тут, потому что наше сердце выбрало этот путь, и я надеюсь, что у парней хватит сил на то, чтобы пройти его до конца, держась с нами за руки. Они невероятно сильные. Какое большое сердце у нашего Тэхёна. Сам погибай, а собачку от жары спасай. Как я завидую этому песику. Военная служба Тэхёна из BTS привлекает большое внимание внутри страны и за рубежом, что создает положительный имидж и гордость корейских военных. Основные новостные каналы сосредоточили внимание на военной службе Тэхёна, которая поднимает престиж страны, публикуя и снимая видео о Тэхёне. Скорочтение с Тэхёном. Тэхён поделился с нами этим постом в этот день ровно 9 лет назад. 도 보내주셨습니다. 지금이 제일 행복하고 아름다운 것 같아. 학교 다니면서 공부하기 싫지만 히히히 친구들과 학교 다니. Этот ролик из кухни собрал в ТикТок почти 8 миллионов просмотров и 2 миллиона лайков. На самом деле это очень смешно. Тэхён подошел к испанке и спросил на испанском языке с ошибками: «Где твой мужчина?»
А вот дальше он спрашивает у нее, где твоя одежда? Девушка в шоке. ¿Dónde está tu nombre? Его поправляют, и он спрашивает то, что изначально хотел спросить. Где находится мужская одежда? Дама ему отвечает, что в конце рынка. Представьте себе, что Ким Тэ Хён подходит к вам и пытается выяснить, где ваш мужчина и ваша одежда. Это наш забавный Тэ Хён. ¿Dónde está tu ropa? Para caballero. Tu hombre. Al fondo. Сумка из мерча Монохром меняет цвет на фиолетовый при дневном освещении. Это так мило. Тэ Хён такой Тэ Хён. Наша социальная бабочка. Каждый, кто когда-либо проводил с ним время, непременно чувствовал себя комфортно и хорошо. Пак Хён Шик упомянул Тэ Хёна. Вопрос. Вы обычно много рассказываете о своем военном опыте, даже после демобилизации? Ответ. Не знаю почему, но знаю. Тэ Хён записался в армию недавно, поэтому, когда Вуга собрались вместе до того, как Ви был зачислен в армию, остальные Вуга поделились собственным военным опытом. Кто бы ни рассказывал о своем опыте, обычно это звучало так, будто его собственный опыт был самым трудным, и при этом говоря, Тэ Хёну повезло поехать туда сейчас. Также Пак Хён Шик упомянул Вуга в своем недавнем интервью. Они мои настоящие друзья. Именно к ним я обращаюсь не только в трудности, но и во время смеха и слез вместе взятых. Когда Тэ Хён создал персонажа Тату, он, вероятно, думал, что это станет поводом распространять любовь, и это ему действительно удалось, потому что этот мерч стал источником любви для всех возрастов. Время трейни не забыть никогда. Одна владелица ресторанчика поделилась своими впечатлениями о ребятах во время их стажерства, ведь они часто у нее обедали. Ребята всегда были очень яркими, вежливыми, дружелюбными и имели хорошие манеры. Они хорошо воспитанные. Немногие люди в их возрасте такие. Каждый раз, когда мы встречались, они всегда здоровались, и я всегда думала, что есть в них что-то необычное. Их успех – это не просто удача, это результат их упорного труда. Они правда вкладывали пот и кровь в свою работу. Временами мне казалось, что их родители могли бы начать переживать за своих детей, если бы увидели их. Когда они тяжело практиковались, они приходили из студии в подвале с футболками и волосами, покрытыми потом. Они практиковались каждый день с утра и до 10 вечера, иногда они тренировались всю ночь напролет. Они работали очень тяжело. Теперь, я думаю, достигнув вершины, участники BTS, вероятнее всего, оглядываются на свое прошлое. Редко люди в их возрасте так много работают. Многим людям хочется поиграть, пообщаться с друзьями. Это непросто – бросить все и сфокусироваться на чем-то одном, вы знаете. И то, что их жертва принесла в итоге, в 100 раз лучше. 4 место. Тэ Хён улыбается своему Чингуку так счастливо, так открыто, искренне и безусловно влюбленно. Это так мило.
А вы когда-нибудь задумывались, почему Чингук и Тэхён так гармонируют как пара на протяжении 11 лет? Тэхён говорил о том, что они с Чингуком редко ругаются, а из эфира мы узнали, что они вместе ходили к гадалке. Стихия Чингука – это огонь. Им свойственен горячий, вспыльчивый характер, живой и проницательный ум, сообразительность, нетерпеливость в мелочах, нерасположенность к длинным объяснениям, умение быстро схватывать главное и масштабно оценивать все сразу. Горячая голова, горячая кровь, ярко выраженная сексуальность. Стихия Тэхёна – вода, человек чувствительный, сентиментальный, с хорошо развитой интуицией, эмпат, считывает настроение и эмоции других людей. Человек стихии воды не рвется в бой, как представитель энергии огня. Действует обходными путями, огибает острые углы и сглаживает их, охлаждая пыл оппонента. То есть этот вспыльчивый и дерзкий характер Чингука может подавить только Тэхён со своей рассудительной натурой. Они идеально дополняющие друг друга стихии. Третье место. Этот взгляд полный любви совершенно невероятный. Вы вообще видели более влюбленного мужчину? Ну разве что Ким Тэхён. Второе место. Хасок указывает на тату в области шеи Тэхёна. Чингук в это время. Сканировка всего тела успешно осуществлена. Оценка одобрена с пометкой «Как же мне повезло». Чингук – сама беспалевность. Тэхён проявляет тактильность, положив руку на талию Чингука. Тем временем комментарий. Тэхён ненавидит Чингука и ненавидит находиться рядом с ним. Он не хочет быть рядом с ним. Это все фальшивка. Человек, по всей видимости, сам себя пытается убедить в том, что Тэхёну якобы безразличен Чингук. Когда там уже наступит стадия принятия реальности? Первое место. Если мы вместе, мы сможем пройти через все, и воду, и огонь, и счастье, и горе. Когда Тэхён спросил Чингука во время эфира: «Ты хочешь со мной в команду под названием «Вода и огонь»?» На что Чингук ответил: «Вода и огонь? Все равно на воду и огонь». Здесь фраза «все равно на воду и огонь» – это корейская интерпретация фразы «и в горе, и в радости». Иначе говоря, суть фразы «если мы вместе, то сможем пройти через все – и воду, и огонь, и счастье, и горе». Еще Чингук и Тэхён ходили к гадалке, чтобы узнать свою судьбу, и они нуждаются в друг друге, как огонь и вода. Чингук сказал: «Мне нужна вода, поэтому я в синей одежде». Тэхён ответил: «Мне нужен огонь, поэтому у меня есть он». На этом я заканчиваю свой топ. Обязательно дождитесь продолжения. Пока!